дисциплина усиления осознания, о которой Кастанеда нам рассказал в своих книгах. Как вы помните, она опирается на два понятия, которые не встречались в этом смысле в других источниках. Тональ и нагуаль. Это два слова из языка нагуатль. Тональ обозначает день или судьба. Нагуаль означает второй, двойник. Вот, собственно, у Кастанеды эти два слова в его рассказе устами Дона Хуана приобретают совершенно иной смысл, экзистенциальный. Касающийся природы человека и человеческого сознания и мира, в котором мы живем. Те, кто читал мои книги, я там подробно описываю мою интерпретацию, то, о чем пишет Кастанеда. Так вот, с тоналем все более-менее понятно. Тональ в изложении Кастанеды или Дона Хуана, его протагониста, это просто описание мира. Сейчас бы я сказал точнее. Это модель мира с прилагающимися программами реагирования, поведения, чувствования. Это огромный агрегат, который обеспечивает функционирование нашей социальной и не только социальной личности. А что же такое нагуаль внутри нас? Кстати, вне нас нагуаль – это реальность. Вне нас. Это мир такой, каким он существует, помимо нашего чувствования, помимо нашего реагирования. То есть мир вне нас. Та реальность, которую мы не знаем вообще. И с которой мы никогда на самом деле не соприкасаемся. Но внутри нас нагуаль тоже проявляет себя. Вот эта самая реальность вне нас, мы ее замечаем в своем внутреннем мире как того свидетеля, я настаиваю, не наблюдателя, а свидетеля, которое то начало, которое свидетельствует все то множество процессов, которое происходит в тонале. В тонале происходит чувство, в тонале происходят эмоции, мысли в первую очередь, внутренний диалог, ментальное комментирование. Все это происходит внутри нашего тоналя. А вот то безмолвное начало, которое смотрит на все это, свидетельствует все это, мы называем привычными словами осознание
или свидетель. А вот в этой паре тональ-нагуаль это и есть нагуаль внутри нас. Он действительно наш двойник. Он действительно выполняет роль второго. Потому что он не разделяет наши страхи, не разделяет наши важности и нашу жалость к себе. То есть все те комплексы чувств и эмоций, которые генерирует тональ непрерывно. То есть это что-то другое внутри нас. Так вот, дисциплина усиления сознания, о которой я говорю, это дисциплина усиления вот этого второго внутри нас. Вы спросите, зачем? И нужно ли это вообще делать? Во-первых, самое простое. Когда мы осознаем себя, когда мы входим в позицию осознавания или в позицию свидетеля, у нас открывается возможность управлять всем остальным содержанием нашего внутреннего мира. Ведь это большая проблема. Наши тревоги, наши жалости и наши важности, которые из нас забирают огромное количество энергии, которые управляют нашим поведением и нашим реагированием зачастую, они портят нам жизнь. Так вот, в позиции свидетеля мы можем всем этим управлять. Мы можем прекратить тревожиться, мы можем ослабить или остановить многие чувства, эмоции, энергоемкие. И чем больше мы занимаемся специфической этой практикой усиления сознания, тем больше нам начинает открываться переживание, очень особое, специфическое переживание нашего сознания. Сначала на первом этапе нашей практики, которая во многом, ее можно назвать подобной медитацией, или вот я назвал ее психоэнергетической трансформацией. И, в общем, это правильно, так оно и есть. Потому что каждый раз, когда мы учимся направлять внимание на осознание, мы не только отделяем осознание от всех содержаний тоналя, что очень важно, от всех чувств, эмоций, мыслей, внутреннего диалога, что и есть содержание тоналя. Но еще и мы начинаем открывать для себя, а какие мы на самом деле. Ведь мы себя не знаем. Мы живем в этой вечной иллюзии. Я такой умный, или я такой сдержанный, или еще какой-то. А ведь все эти содержания, то, что называется представление о себе, или образ себя, это тоже содержание тоналя, на которое наше осознание смотрит, иногда даже с недоумением, иногда с сочувствием, но чаще равнодушно.
А когда наше внимание фокусируется на этом самом осознании, оно сначала представляется нам, ну, во-первых, это как источник большого, глубокого, гармоничного покоя, который мы открываем в себе, что является исцеляющим, что является гармонизирующим и трансформирующим началом внутри нас. Но это только начало. Это только первое прикосновение к собственному осознанию, к вот этому, к этой позиции свидетеля внутри нас. А дальше, если мы будем внимательны, если наше намерение будет несгибаемо, и мы будем продолжать свою практику, то мы можем заметить, что осознание внутри нас переживается или ощущается как луч специфической энергии, как луч, как, можно сказать, как энергетическое поле, которое опускается в нас. Думаю, вы знаете, что есть духовные традиции, которые... Вот Шри Ауробинда, например, говорил о нисхождении божественной энергии Матери. Как нисходит божественная энергия Матери в наше тело? Через макушку. И не обязательно быть сторонником философии Шри Ауробинда, чтобы это в себе открыть. Мы действительно находим в себе, в состоянии глубокого молчания, глубокой остановки внутреннего диалога, о чем надо будет отдельно сказать, и я скажу в следующем видео, наверное. Вот мы начинаем ощущать нисходящий поток или луч специфической энергии. Этот луч входит в наше существо сверху и оживляет его. Этот луч и является носителем нашего осознания. Он существует во всех осознающих существах, то есть во всех людях. Просто у большинства людей он настолько тоненький и слабенький, что мы не обращаем на него внимания. А это именно та сила, которая заставляет нас осознавать себя. Без этой силы наш мозг — это просто органический компьютер. Это сложная очень структура, безусловно, которая работает очень оригинальным способом. Не так, как известные нам компьютеры, но тем не менее без этой силы эта структура безжизненна. То есть, если использовать термин нейросеть, то сознание — это та сила, которая организует эту сеть, перестраивает ее и смотрит на нее, будучи единственным зрителем, автором и зрителем этой структуры. Если использовать термин текст, как некоторые, но в конце концов наш геном — это текст. Вообще всю эту структуру человеческого существа можно понимать как текст. Так вот, осознание — это то, что читает этот текст. Это единственный читатель. Мы живем в этом мире для того, чтобы изменяться. Почему я назвал дисциплину психоэнергетическая трансформация?
Потому что трансформация – это главное, что происходит с нами. Пока мы трансформируемся, мы живы. Как только мы останавливаемся в этом процессе, как только мы консервируемся в нем, мы начинаем переживать проблемы, наша жизненная сила слабеет, угасает. И в этом легко убедиться. И в этом легко убедиться. Все проблемы, все боли и страдания в нашей жизни, почти все, происходят от того, что наш тональ, вот эта наша модель мира с этими программами реагирования и чувствования изменяться не хочет. Она хочет оставаться неизменной, она хочет оставаться такой, какой она сформирована. А мир непрерывно течет и изменяется, и вот этих изменений требует. Вот этот основной конфликт и порождает наши страдания и наши боли, связанные с повседневной жизнью. Если мы сможем усилить свое осознание, а осознание, в отличие от тоналя, это как раз то начало внутри нас, которое непрерывно течет, непрерывно меняется. Более того, ему нравится изменяться, ему нравится течь. Это поток энергии, который идет сквозь нас. Это луч, который ни к чему не привязан, который течет и все время непрерывно меняется. Поймать в себе это начало, ощутить это, вот одна из задач, основных задач нашей практики. Задача непростая. Для этого нужно и намерение, для этого нужно специально поработать со своим вниманием. Для этого нужно научиться останавливать внутренний диалог и развить свою чувствительность. Но это то, что меняет смысл нашей жизни, нашей личной истории. Это то, что дает нам шанс преодолеть даже смерть. Пережить смерть, сохраняя свое осознание. Вот об этих вещах я буду говорить. Я говорю о них постоянно на своих курсах. Ну и время от времени буду говорить и здесь, насколько получится. Вот, пожалуй, на этом можно завершить такое краткое вступление. Спасибо за внимание.